Друзья, всем привет! Вы на канале Living in Paradise, все о жизни в Греции. С вами, как всегда, Константин и Лариса. И сегодня мы выбрались на второй палец Халкидиков, Ситонию, чтобы показать вам классные пляжи восточного побережья этого пальца. На них мы еще не были, вместе посмотрим, что-то порекомендуем, покажем, расскажем. Поехали! И свое путешествие мы начнем с небольшого городка под названием Сарти. Расстояние от города Салоники до поселка Сарти составляет 140 километров. Поскольку на Ситонии нет автобана, дорога немного утомительная и занимает много времени. Полуостров очень живописный, поэтому на всем протяжении пути вы будете наслаждаться прекрасными видами. Друзья, мы ехали 2,5 часа от города Салоники. В общем, уморились, укачались все. В общем, надо идти купаться срочно. Несмотря на то, что это поселение имеет богатую историю, все же главной достопримечательностью этого поселка является сама природа, безупречное море, да и сам поселок очень живописный. И отсюда открываются прекрасные виды на гору Афон. Можно сказать, что эта гора является визитной карточкой этого поселка, поэтому каждый спешит запечатлеть это на своих фотографиях. Пошли купаться. Свое путешествие по самым топовым пляжам восточного побережья Ситонии мы начнем в Сарти. Он является самым протяженным и широким во всех Халкидиках. Протяженность его составляет более 3 километров. Сейчас мы прогуляемся, искупаемся, все вам покажем, расскажем плюсы-минусы. Пойдем. Да, друзья, пляж не только протяженный, он еще очень широкий. В общем, сейчас мы идем по достаточно узкому участку этого пляжа, но чуть дальше сама ширина пляжа доходит где-то 60-70 метров. Очень удобно, место везде найдете. Большое разнообразие баров всевозможных. Нет недостатка ни в лежаках, ни в зонтиках. Просто не писать словами. Такой простор. Себя чувствуешь здесь свободно, дышится легко. Пляж песчаный, с небольшими камешками, но в воде очень приятный мягкий песок. И неудивительно, что здесь отдыхает много семей с детьми, поскольку в некоторых местах этого пляжа глубина нарастает очень постепенно, и придется пройти немалое количество метров, чтобы достичь той глубины, чтобы спокойно можно было поплавать. Вода кристально чистая, неудивительно, что этот пляж удостоен голубого флага. Песок здесь достаточно такой крупноватый в воде, что мути не создает. Все чисто, прозрачно. Друзья, надо ехать снимать дальше, но, честно говоря, так тяжело себя пересилить. Так хочется поваляться пару часов на пляже, водичке, покупаться. Июль выдался, он днем жаркий, а ночью температура падает до 20-21 градуса, то есть ночью достаточно комфортно. И в связи с этим вода, она не холодная и не противная, вот такая теплая, как бывает, например, у нас в августе, да и в июле бывает часто такая вода. Сейчас вода самое то, что нужно, она и освежает, прям выходить не хочется. Класс. Мы едем уже на другой пляж, будем там купаться тоже.
5 километрах от поселка Сартия находится группа небольших бухточек, которая объединена одним названием Кавура Трипис. В переводе с греческого означает «крабовые норы». Это одно из самых популярных направлений на Сетуйнии. И нужно быть готовым, что здесь очень много людей. Вот мы лично еле нашли, где припарковать машину. Белый песок, бирюзовая вода, огромные белые валуны, которые придают пляжу просто какой-то космический вид. Все это создает образ пляжа Кавура Трипис. Ой, я уже хочу подойти поближе, посмотреть на это чудо природы. Цвета необычные. Очень красиво. Даже не купаясь, вот сверху сидишь, смотришь, прям отдыхаешь. Это просто какой-то баунти вообще. Нереально, вообще нереально красиво. Вода идеальная. Здесь люди располагаются, кто где может, кто где найдет себе пристанище. Прямо на камнях, на огромных валунах, на маленьких вкраплениях песка. Чуть выше под соснами, где естественная тень, там очень комфортно. Но придется каждый раз спускаться к пляжу и быть осторожным. Можно, если быть невнимательным, ноги переломать себе, пока спускаешься, поскольку очень много на поверхности корней деревьев. Ребят, такая красота. В общем, мы идем купаться. Все хорошо, очень красиво, вода, класс, все. Но есть один большой минус. Очень много народу. Когда пробираешься к пляжу, такое ощущение, что на кого-нибудь точно наступишь. Ну, сегодня суббота, не забывай. Сегодня суббота, но я думаю, что это очень популярное место, здесь всегда много народу, поэтому будьте к этому готовы. Друзья, здесь песочек мелкий-мелкий, так приятно по нему ходить, просто стоять на нем, вообще класс. Ноги прям отдыхают. Единственное, что здесь хочется, так это оставаться круглые сутки здесь в воде. Место супер, даже уходить не хочется. Но мы идем к машине и поедем на другой пляж. Но здесь, конечно, класс, природное место. Единственное, что, судя по всему, ни туалета, ни душа нет. Какие-то есть там один бич-бар, какие-то палаточки что-то продают. Но так все не организовано. Друзья, дороги, как не знаю, как в Сомали, что ли, блин. Без машины вообще нереально, метров 800 спуск. И машина тоже, ну, тяжело машине дается такое. Ну что? Точно Paradise Beach. Да. Доставка кофе в базу. В парковке придется спуститься по такой тропинке. Довольно затруднительный спуск для пожилых людей, для детей. Прям шашлычком пахнет. Да.
Классно. Казалось бы, все те же причудливые скалы, все тот же Афон на горизонте, а пляж совершенно другой. И состав песка, и атмосфера. В общем-то, наслаждаемся, показываем вам разнообразие пляжей Греции. Чего? А ты куда собрался вообще? Там нудистский пляж. Ну нет, ну кот. Что, хочу посмотреть. Там, друзья, там супер пляж. Надо посмотреть обязательно. Ты готов преодолеть даже такие преграды? На змею как бы здесь не наступить. Мы как бы только головы снимаем сейчас наши. Здесь мы не будем снимать, потому что уважаем права нудистов. Поэтому мы искупаемся и едем дальше смотреть. Друзья, в общем, мы покупались в воде. Такая, ну, не крупная, мелкая галька. Немножко есть какая-то муть. Ну, в общем, по сравнению с предыдущим пляжем, где мы были, этот, ну, на 4, не больше. Поэтому мы сейчас преодолеем тяжелый путь вниз, опять вверх к машине и едем на другой пляж. Поехали. Подниматься уже куда тяжелее, особенно в жару. Учитывайте это. Да ну нахрен такие подъемы, чтобы покупаться. Короче, Парадайс не оправдал себя? Не, никак. Народу много, лежаков мало. Ну, уровень пляжа на 3. Так, конечно, камни, скалы красивые. Все остальное так себе. Что-то с подъемом у тебя балл сразу понизился. Было же на 4. Ну, люди приезжают отдыхать. Мало того, что там на машине надо ралли по Париж-Дакар, блядь, преодолеть. Дороги нету фактически. Так еще потом надо спуститься, не сломать ноги себе. И потом подняться еще, не сломать ноги. Не. Красиво, но не рекомендую. Пойдем дальше, может, какой-нибудь нормальный бич-бар найдем, покушаем. Коктейльчик выпьем. Парковочка была красивая. Вот это я понимаю. Мы хотели показать пляж Арминистис, но мы приехали туда. Там вообще с парковкой совсем беда. В общем, долго-долго искали мы парковку, потом развернулись, уже проголодались, хочется немножко отдохнуть. Поэтому мы заприметили какой-то лакшери кемпинг и решили наведаться сюда, часик отдохнуть, посмотреть, что за кемпинг, что за пляж, что за цены и так далее. Сейчас вам все расскажем.
Ребята, место вообще класс. Все чистенько, аккуратненько. Ну, видно, что на уровне. Мы довольны пока. Сложная система цен. Первая, вторая, третья линия 30 евро, по-моему. Третья, четвертая 23, по-моему, евро. И вот здесь вот на галерках, на галерке, в общем, стоит 15 евро. Поэтому я выбрал самое лучшее место за 15 евро. Что нам делать на первой линии? Мы здесь в теньке отдохнем, красиво. Я ничего не хочу больше снимать. По ценам достаточно демократично. Не сказать, что прям лакшери цены. Ну, обычные цены, да, ну, бич-бар. Я даже не пожалела, что мы не попали на армейский бич. Перевели немного дух после наших путешествий по пляжам. Классное место, можно здесь спокойно отдохнуть, классный сервис, можно арендовать домик, бунгало, переостаться на ночь. Все супер. Единственное, что, конечно, как и в любом бич-баре, музыка немножко чуть громче, чем надо. Здесь еще, конечно, с купанием проблема, то есть ценителям, так скажем, купания, вот дна, чтобы все было прям четко. Здесь, конечно, при входе камешки. Поэтому заходить-выходить из моря не очень удобно. Ну, а так, в принципе, вода, конечно, чистая. Друзья, в общем-то, мы приехали на пляж Лагониси, называется. Мы прочитали в интернете, что это там чуть ли не скрытая жемчужина второго пальца халкидиков. Мы прошлись, посмотрели, как вам сказать, ну на троечку из 5. Достаточно закрытая бухта. При входе в воду каменные плиты. Ну, в каких-то местах набросаны такие мешки, чтобы люди могли спокойно переходить эти плиты. Ну, дальше вроде как песок, там где-то через метров 8-10. Ну, не знаю, как-то ни мне, ни вот Ларисе вообще ничего не впечатлило. Поэтому я думаю, что мы будем закругляться. Не знаю, в Лагониси точно не наш пляж. И, наверное, мы даже не будем его рекомендовать, да? Нет, на этом пляже все-таки есть небольшой плюс. И, в принципе, здесь детям очень комфортно, потому что здесь не бывает больших волн, поскольку на горизонте, если видите, небольшой островок, который, по сути, служит ветрозащитой для этого места. Поэтому здесь всегда очень тихо, спокойно. В завершение нашего путешествия решили заехать в одно очень приятное место под названием Ормос-Панаяс. Это очень небольшой поселочек, но очень уютный, со своей атмосферой. Очень уставшие, но очень счастливые и довольные проведенным временем, получили массу впечатлений и массу удовольствия от купания, от солнца, от моря, от красивых мест.
Друзья, наверное, время подводить итоги сегодняшнего дня. Ну, в общем-то, если честно, после Каву-Ротрипес дальше вообще не было никакого смысла ездить, потому что это реально, ну, лучше быть не может. Да, действительно, даже те пляжи, которые мы считали до этого самыми лучшими, они просто ушли в тень по сравнению с крабовыми норами. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нам очень это важно. Ну и, в общем-то, до новых встреч, пока. Пока.